О, Анечка! Анечка, проходите, давайте, что у вас там? Товарищ генерал, разрешите обратиться. Донесение наших агентов по секретным разработкам потенциального противника. Говорите, документы от нашего потенциального противника? Ну давайте посмотрим, что там у нас. Так, Интуль. Интуль, значит, смотрю, разработали 1151 V2 сокет для своих процессоров. Материнский плат под них. Работает. Мы тоже работаем. Мы всегда знаем, что у них там. Распиновка сокета и кулер, а? Вот они процессоры кулерами охлаждают, а? Вот, посмотри, ты посмотри на это, а? Кусок алюминия, вентиляторы этим они процессор охлаждают, а? Они что думают? Мы такое сделать не можем. А мы сделаем! Мы такой кулер сделаем, что Илон Маск еще к нам приползет и будет спрашивать, как такую хрень вы сделали. Мы еще им ответим. Они думают, мы им не ответим. Мы им еще как ответим. Алло, соедините с КБ. Срочно. Алло. Иваныч, ты вот мне скажи, тут такое дело? Да нет, я не про это дело. Значит, вот смотри, Интуль, они вот процессоры свои охлаждают. И ты прикинь, вот там кусок алюминия и вентилятор, и это в процессор охлаждает. Да какие ракеты? Кулер надо сделать. Смотри, короче, ставлю вам задачу в краткие сроки разработать на наших мощностях и изготовить кулер. Причем кулер должен быть суровым, чтобы при его виде враги боялись его, видели страх и ужас в нем. Задача ясна? Да, я и хотел это услышать. Выполняйте. Жду результатов. Вот так всегда нужно. Ставить задачу сами не могут сделать. Привет всем любителям безумных экспериментов! Сегодня будет видео про самый упоротый колхозный кулер, который только можно сделать своими руками. И значит, какая задача стоит? Сделать колхозный кулер, максимально колхозный, и при этом, чтобы внешний вид его вызывал просто ужас и непонимание, как вообще такое могло появиться на свет. И давайте покажу, из чего я буду делать этот кулер. Итак, значит, самое первое, это нужно его основание и вот такая вот крестовина, как на интеловских кулерах, под крепление. Ее я сделаю из вот такой вот медной пластины, которая была приобретена на барахолке за 100 рублей. В общем, обошлась дешево, она кривая, косая. Ну, в общем-то, из нее я выпилю крестовину, отполирую ее. И это будет являться как крестовиной для крепления, так и основанием. Медь же хорошо передает тепло. Далее, радиатор. Радиатор нужен максимально какой-то странный. И я специально на барахолке купил вот такой вот алюминиевый радиатор. Вот такой вот здоровенный, от какой-то советской техники. Выглядит он странно, я его даже распиливать не буду, а прям вот так вот и будет он установлен. Он будет прикручен вот к этой вот медной пластине, но после того, как она будет выпилена. И далее, вентилятор. Ну, конечно же, в такой кулер не пойдет какой-то стандартный вот там, типа вот такого вот вентилятора от компьютера. Нет, сюда нужна просто дичь дикая какая-нибудь, чтобы это просто вызывало непонимание, как сюда это поставили. И я нашел такой вентилятор, вот он. Вентилятор тоже от какой-то техники. Это вентилятор на вот таком вот обычном 12-вольтовом моторчике, где-то диаметр миллиметров 60. Это, то есть, не компьютерный вентилятор, это просто вентилятор с какой-то техники. И он тоже пойдет сюда и прям будет такой... Ох, кулер из советского прошлого, то есть вентилятор с какой-то техники, а вот этот вот радиатор с какой-то советской техники. И я не знаю, что получится. Ну, давайте сейчас приступлю, выпилю пластину, прикручу радиатор, как-нибудь закреплю сверху вот этот вентилятор и посмотрим, что вообще получится. Запоминайте, бойцы, что нужно сделать, чтобы противостоять нашему потенциальному противнику. Во-первых, это жмякнуть лайк под видео. И во-вторых, написать в комментариях, какой следующий ответ нам должен быть потенциальному противнику.
все, вот этот вот самый колхозный кулер готов, собранный непонятно из чего для процессоров Intel. Выглядит он как будто его изготовили по какому-то специальному заказу на каком-нибудь колхоз-маш-заводе. Потому что это совершенно дикий вид, который близко никак не походит на компьютерный кулер. Но все-таки он это и есть. В общем, сверху вот такой вот вентилятор, который у меня обшит пластиком для направления воздушного потока на радиатор. Радиатор этот все-таки не алюминиевый, а это какой-то сплав алюминия. Скорее всего, это дюраль, но это не точно. Здесь, кстати, еще припаял трехпиновый разъем для подключения вентилятора. И снизу здесь вот такой вот медный основание. На медном основании у меня просверлены отверстия для крепления на процессоры Intel. И, в общем-то, вот эта вот пластина медная соединена вот с этим вот радиатором через термопасту. Да, можно было бы припаять. Я вот, например, в свое время припаивал два алюминиевых радиатора вместе. Два боксовых интеловских радиатора слепил вместе и протестил эту дичь. И, если, кстати, не видели, можете посмотреть, я оставлю ссылку в описании к видео. Но этот я не стал спаивать, потому что флюс для спайки алюминия очень ядовитый и токсичный, и очень вреден для здоровья. И поэтому я решил обойтись термопастой. И у меня эта пластина просто прикручена 4 винтами вот к этому вот радиатору. Ну что же, давайте сейчас взвешу этот кулер ради интереса, сколько он весит, а потом установлю на 1151 V2 сокет и протестирую. Взял весы, ну что же, давайте сейчас взвешу этот кулер и посмотрим на его вес. Итак, весит он 657 грамм. Выглядит он, конечно, здоровенно-огроменно, а на деле не так уж и много и весит. Потому что 657 грамм, ну это примерно среднестатистический кулер. Это даже не тянет на какой-то там суперкулер или что-нибудь такое. Установил этот колхозный кулер на материнскую плату. Все это уже собрано и установлено в корпусе. Вот так вот выглядит совершенно безумно. И да, этот вентилятор шумит. Да, он так вот постоянно шумит, потому что дело в том, что вентилятор вот этот вот, он далеко не новый. И смазка силиконовым маслом не особо-то помогла. Ну, точнее, помогла, но не совсем. И вот так вот постоянно, вот так вот он зудит, жужжит. Ну, скажем так, особенности изделия просто. Хотя, конечно, через 5 минут он уже просто начинает действовать мозги, но с этим ничего не поделаешь, поэтому вот как-то так. Ну что же, а теперь давайте приступлю к тестированию и посмотрим, насколько он справляется с охлаждением. Вот этот вот колхозный кулер против процессора i5-9400F. Да, я установил i5-9400F, и вот этот вот колхозный кулер его охлаждает. Как видите, запустил игру Fallout 4, и температура, ну вот, прыгает в районе 53-54 градусов. В общем-то, кулер справляется, температура в норме, все хорошо. Запустил игру Ведьмак 3. Температура, как видно, здесь уже повыше, в районе 58-59 градусов. Да, нагрузка на процессор здесь побольше, но кулер справляется и температура в норме. В общем-то, все хорошо. О, посмотрите, как мужика разорвало от гордости за этот колхозный кулер. Запустил ОС-тест для полной нагрузки процессора. Прошло уже 36 минут тестирования. И температура самого горячего ядра поднималась за все это время до 79 градусов. А на данный момент температура ядер находится в районе 68-69 градусов. То есть этот кулер справляется с этим процессором и охлаждает его. Кстати, если что, заявленная критическая температура для процессора i5-9400F 100 градусов. Но это заявлено Intel. Так бы, конечно, я до 90 не догревал бы даже этот процессор. Давайте подведу итог по вот этому вот кулеру. Самое главное, с поставленной задачей удалось справиться. Этот кулер выглядит максимально колхозно, максимально топорно и вообще очень-очень странно. И похож на кулер, который как будто изготовили где-то в Советском Союзе на каком-нибудь заводе. В реальной жизни, конечно же, этот кулер, ну, не применить, но это просто дичь. Просто дичь и угар, потому что ужас, как шумит этот вентилятор, точнее, он не шумит. Здесь даже не звук воздуха, а именно звук работы вот этого движка, который вот так вот постоянно зудит на мозги.
Ну, в общем, вот такой вот был упоротый эксперимент по вот такому колхозному кулеру. Надеюсь, вам было интересно и понравилось. А на этом все. Всем вам спасибо за просмотр и всем пока. Да. Просто звездец какой-то. Я его когда первый раз увидел, я такой, что это за хрень? А это кулер, оказывается. Да, охлаждает процессор, самое главное, не хуже ихнего, а выглядит при этом намного суровее. Как и должен выглядеть наш суровый кулер. Я бы сказал, в этом наше преимущество. Если он попадет в руки потенциального противника, то враг даже не будет знать, что это такое. А это кулер. И будет в непонятках думать, что это за фигня. Алло, соедините меня с Илоном Маском.